Дорогие друзья, у нас сегодня узор от Кучинелли. Кому интересно, вяжу из ниточки с артикулом от Тоны, от магазина Cozy Wool. Ссылку на магазин оставлю, на обзор, вернее, пряжи. Цвет у меня бежево-золотой, и в составе у меня 70 хлопок, 20 акрил и 10 ПА. Метраж 180 метров на 100 грамм. Спицами я вязать буду номер 5. Количество петель при поворотном вязании, а также его можно вязать по кругу, не меняется в раппорте никогда, в отличие от того узора, который уже есть на канале. Как вязать по кругу? Когда у нас будет такой элемент, как двойной накид, если вы вяжете по кругу, то вы его провязываете двумя петлями, одна из них скрещенная. Мы будем вязать поворотным вязанием. И мы будем провязывать двумя изнаночными, одна из них будет скрещенная. Теперь раппорт узора равен 14 петлям и 28 рядов в высоту. Но мы с вами будем провязывать только нечетные ряды, то есть 1, 3, 5 и так далее. Все изнаночные ряды вы вяжете самостоятельно, за исключением тех рядов, где нужно показать будет там двойной накид, как провязывать, как правильно его провязывать. Я внесла свои 5 копеек сюда. Я в следующем лицевом ряду провязываю там, где было 2 накида. Я вам покажу это наглядно. Я провязываю одной скрещенной лицевой петлей для того, чтобы стянуть дырочку. И она получилась, чтобы такая более округлая. Вот она петля для примера, которая... Вот они 2 петли. Одна из них будет у меня скрещена. И дырочка получается более явная. То есть, когда я провязала образец, я решила, что я буду вязать так. Вы можете, сразу оговорюсь, начинающий или кто не хочет париться, да, вы можете вязать просто лицевыми петлями. Когда я говорю скрещенная лицевая петля, вы можете вязать обычной лицевой петлей. У нас еще петли симметрии, это 7 петель в начале, у меня еще 3 петельки, это кромочные 2 лицевые, и 7 петель в конце. И также у меня стоит маркер, и 3 петельки, это 2 лицевые, и кромочная, это изнаночная. При круговом вязании количество петель в раппорте всегда 14, что в четных, что в нечетных рядах. Предлагаю присоединиться к нашему культурному сообществу в телеграм-канале, где у нас восхитительные девочки, уже более 600 человек, хотя телеграм-канал у нас открыт только недавно, на этой неделе. Девочки будут делиться своими процессами, на какой размер кто что вяжет, жилет или джемпер, или из тоненькой ниточки можно связать, допустим, какую-то маечку. Ну, в общем, девчонки будут обмениваться опытом, размер, количество петель, какая пряжа. Но, естественно, мы там не обсуждаем процессы других каналов. Я думаю, все логично. Итак, первый ряд узора. Я буду провязывать кромочную и 2 петли, то есть у меня в сумме 3 петельки в начале всего вязания. Итак, первый ряд узора. 2 вместе с наклоном влево. Так как я вяжу классическими изнаночными петлями, то я разворачиваю 2 петли левой стенкой к себе и провязываю за задние стеночки. Далее лицевая петля, 1 накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее на пересечении петель симметрии и первого раппорта нам нужно будет сделать жгут из 2 петель, поэтому я временно снимаю маркер, который у меня разделяет петли раппорта и от петель симметрии, и делаю следующее. У меня на правой спице 2 петли. Сзади левой спицы я подхватываю первую петлю и аккуратно, придерживая 2 петли левым пальцем, скидываю 2 петельки. На правую спицу закидываю петельку вторую и ставлю ее вперед. Но прежде я верну маркер в начало вязания, для того, чтобы количество петель у нас не менялось. И мы провязываем ее лицевой. То есть после накида у нас 1, 2, 3, 4 лицевые петли. Перекидываем маркер, начинаем вязать сам раппорт. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо и 2 вместе с наклоном влево. Вот эти 2 элемента у вас будут являться центром вашего раппорта. Ориентируйтесь на них. Да, кстати,
в этом раппорте, если вы утеряли, у меня такое было, я утеряла однажды один накид, и петли тогда уже в следующем ряду не сойдутся по количеству петель. Вы это сразу видите, поэтому ошибиться здесь практически невозможно. То есть, что я сделала, когда я потеряла накид? В этом месте я, вот есть первая протяжка, из второй протяжки я делаю, поднимаю накид и вот так провязываю, и возвращаю петлю. Все, то есть можно не перевязывать, не распускать ряды. Таким образом вы поймете по соседнему раппорту, где вы пропустили петлю, и сделаете ее. Я думаю, это понятно. Итак, мы находимся в центре раппорта, где мы провязали 2 вправо, 2 влево. Далее лицевая петля, накид и 4 лицевых. 1, 2, 3 мы провязали, 4 мы провяжем позже, когда сделаем жгут. Перекидываю, снимаю маркер, делаем жгут из 2 петель с наклоном вправо. Возвращаю маркер, возвращаю петлю, провязываю 4 петлю, то есть после накида 4 петли. Перекидываю маркер, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Лицевая, накид и 4 лицевых. 1, 2, 3. И 4 мы сначала поменяем местами, поставим маркер, и 4 мы провязываем. Далее вяжете самостоятельно. Последний раппорт, значит, меняю, снимаю маркер, делаю жгут с наклоном вправо, возвращаю маркер и провязываю 4 петлю. Перекидываем маркер, у нас начинается петля симметрии. Лицевая, 2 лицевая, 3, 4, накид, лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Да, забыла сказать, у кого бабушкина, вы переворачиваете стеночками правыми к себе, начиная с 3-го ряда, да, наверное. А, нет, ну да, вы начинаете вязать с 3-го ряда, вы изнаночный ряд, когда провязываете, с 3-го ряда у вас стенки уже будут стоять по-другому. Поэтому перекидывайте стеночки и за правой провязываем. И кромочная петля. В изнаночном ряду нечего показывать. Все накиды, которые есть одиночные, мы провязываем изнаночной петлей, вяжем самостоятельно. 3-й ряд узора. Кромочная. Накид. Начинаем петли симметрии вязать с накида. 2 вместе с наклоном влево. Лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, то есть один накид сделали и тут же двойной, и 2 вместе с наклоном вправо. Перекидываем маркер, это были петли симметрии, начинаем вязать основной раппорт. 2 вместе с наклоном влево, подтягиваем двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, по центру раппорта у нас двойной накид, и далее мы вяжем симметрично. 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен, повторим его. 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, это центр раппорта, 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем столько раппортов, сколько нужно. И в конце ряда петли симметрии, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая петля,
2 вместе с наклоном вправо и накид. Все, петли симметрии закончились, и мы вяжем кромочную. Теперь покажу, как провязывать двойной накид. Развернулись на изнаночную сторону, провязываем изнаночными петлями до двойного накида. Итак, провязали, смотрите, вот встречается двойной накид, мимо него не пробежите. Провязываем изнаночный, как вы вяжете, и один накид мы скинули. Далее правой спицей подхватываю второй накид и разворачиваю к себе левой стенкой. Перекидываю ниточку к себе и также изнаночный провязываю. Все. И далее мы вяжем по узору изнаночными петлями. Еще раз встречается, когда, давайте еще раз, провязываем один накид и с левой спицы мы его скидываем. Второй накид правой спицы я перекидываю левой стенкой к себе, перекидываем ниточку к себе ближе и провязываем. То есть получается изнаночная скрещенная. И так далее. Везде, где в каких рядах будет встречаться двойной накид, мы первый накид провязываем, второй переворачиваем, ниточку переводим к себе и провязываем. Все ряды четные далее вяжем самостоятельно. Если вяжете по кругу, соответственно, вы два накида как провязываете? Первый провязываете обычной петлей, второй скрещенный, то есть покрутить ниточку, смотря каким петлям вы вяжете, как вам будет удобно. То есть из двух петель вам надо сделать 2 петли, одна из них будет скрещенная. Пятый ряд вяжем кромочную, лицевая петля, накид, 2 вместе с наклоном влево, провязали, подтянули, еще раз 2 вместе с наклоном влево. Одна петля, это у нас провязана по изнаночной скрещенной петлей. Она немножко туговата, и она прячется под петлю, которая у нас сверху ее накрывает. Далее накид и 2 лицевые петли. Первую из них я вяжу скрещенной. Вот так. И вторая лицевая. Это петли симметрии. Как видите, дырочка такая более округлая получается. Вяжем основной раппорт узора. 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид, и по центру раппорта у нас 2 лицевые, 1 и вторая скрещенная за заднюю стенку. У кого бабушкина, значит за переднюю стенку. Далее зеркально накид, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном, накид и 2 лицевые петли. Одну из них вяжу скрещенной и вторую. Перекидываем маркер, вяжем второй раппорт, повторим. 2 лицевые, 1, вторая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо, накид, по центру 2 лицевые, 1 и вторая скрещенная, накид, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 лицевые, первую из которых я вяжу скрещенной и вторую. И петли симметрии, 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид и лицевая петля и кромочная. 7 ряд кромочная. Далее петля симметрии, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном вправо. То есть у нас чередуется накид через 2 вместе. Петли симметрии закончились, основной раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, влево, простите, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево,
накид и по центру 2 лицевые петли. 1, 2. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен. Повторим. 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и по центру 2 лицевые петли. Зеркально дальше вяжем. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном вправо. Второй раппорт закончили, повторяем. И петли симметрии, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая петля. Петли симметрии закончились, и кромочная петля. 9 ряд узора, кромочная. Далее лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, подтянули, накид, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля, и далее у нас пойдет двойной накид. Один мы делаем, перекидываем маркер, и второй накид уже относится к самому раппорту. Делаем накид, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, по центру у нас будет 2 лицевые петли, и вяжем зеркально, 2 вместе вправо, накид, лицевая петля, 2 вместе влево, лицевая петля и двойной накид. Один остается в этом раппорте, и второй мы переносим уже на другой раппорт. Повторим раппорт. Накид у вас уже есть, лицевая петля, 2 вместе вправо, лицевая петля, накид, 2 вместе влево, по центру 2 лицевые петли, это центр раппорта, 2 с наклоном вправо вместе, накид, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля и накид. Перекидываю маркер, и далее мы вяжем с накида, то есть у нас на пересечении 2 раппортов, да, каждого раппорта будет накид. И петли симметрии в конце ряда. Я заканчиваю вязать раппорт, делаю 1 накид, и петли симметрии, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля, и далее кромочная. 11 ряд узора, кромочную вяжем, 2 вместе с наклоном вправо, потянули, двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево, подтянули, и лицевая петля. Перекидываем маркер, начинается вязаться основной раппорт. 1 лицевая, и здесь я ее делаю, так как это из двойного накида, 2 лицевая, здесь я ее делаю скрещенной. Повторюсь, это на ваше усмотрение. Итак, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. Это у нас центр
нашего раппорта. 2 вместе влево — это 1 половинка. И сейчас мы будем вязать 2 вместе вправо, и это будет центр. Проверяйте себя, чтобы вовремя обнаружить, если вдруг какая-то есть ошибка. Вяжем симметрично. 2 вместе с наклоном вправо. После двойного накида 2 вместе влево, 2 вместе вправо. Двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Перекидываю маркер, повторим на раппорт. Первую я вяжу скрещенной лицевой, лицевая петля. Далее 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо. 2 элемента являются центром раппорта. Двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Перекидываем маркер, далее начинаем вязать раппорт с лицевой петли, в моем случае она скрещенная. И петли симметрии слева — это лицевая скрещенная, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево и кромочная петля. 13 ряд узора кромочная, далее лицевая, накид, 4 лицевых, 1, 2 скрещенная, 3 и 4, 2 вместе с наклоном влево. Перекидываю маркер, начинаем вязать основной раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3 и 4 скрещенная. Далее накид, и по центру мы делаем жгут из 2 петель с наклоном вправо. 2 петли переношу, как и ранее, на правую спицу, сзади забираю первую петлю, спереди подхватываю вторую, меняем их местами. Накид не утеряйте и провязываем. 2 лицевые петли, 1, 2. Накид, 4 лицевые, 1, 2 скрещенная лицевая, 3, 4 и 2 вместе с наклоном влево. Раппорт закончен. Перекидываю маркер, повторим. 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 скрещенная, накид и 2 петли меняем местами, делаем жгут из 2 петель и провязываем. 1 лицевая, 2 лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2 скрещенная, 3 и 4 и 2 вместе с наклоном влево. Повторяем раппорты. И петли симметрии слева, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 скрещенная лицевая, накид и лицевая петля и кромочная. 15 ряд кромочная, далее 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. И начинаем вязать основной раппорт. 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 петли перекрещиваем, это у нас центр узора, делаем жгут из 2 петель с наклоном вправо, как и ранее. И 4 лицевая, смотрите, в половинке раппорта у нас получается накид, 1, 2, 3, 4 лицевые. Далее вяжем симметрично, 1 лицевая, 2, 3, 4, накид, лицевая
и 2 вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен, повторим его. 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее делаем жгут по центру из 2 петель, меняем местами. И у нас получается по факту после накида 4 лицевые, это серединка раппорта. Далее 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая петля и 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем столько раппортов, сколько нужно. И петли симметрии в конце ряда. 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 и кромочная петля. 17 ряд узора кромочная. Петли симметрии. 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо и двойной накид, но один мы оставляем в петлях симметрии, перекидываю маркер, и второй накид относится уже к раппорту. Итак, раппорт начали с накида, далее 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Смотрите, что вы вяжете вот эти два элемента, центр раппорта. 2 накида, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо и двойной накид. Один мы делаем в раппорте, перекидываем маркер и делаем второй уже в следующем раппорте. Итак, повторим второй раппорт. Накид у нас есть, 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, по центру 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, 1 накид и закончился раппорт. Следующий раппорт у нас, не забывайте, начинается с накида, то есть на пересечении 2 раппортов у нас накид. И продолжаем вязание. И петли симметрии в конце ряда. Значит, 1 накид у нас остался в раппорте, и в петлях симметрии второй накид, то есть начали мы с накида, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо. Петли симметрии закончились, и кромочная петля. 19 ряд узора кромочная, лицевая, накид, лицевая, это у нас там, где был двойной накид. Далее 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо, то есть 2 раза, накид и лицевая. Перекидываем маркер, начинается раппорт. Так как здесь был двойной накид, вот эту петлю первую в раппорте я вяжу скрещенной лицевой петлей. Тем самым у нас дырочка, видите, какая красивая. Итак, раппорт начали лицевая, у меня скрещенная, накид, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля, опять в этом случае она у меня скрещенная, накид и по центру 2 лицевых петли, 1, 2,
накид, лицевая петля, далее 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид и лицевая петля. Перекидываю маркер, раппорт закончен. Далее повторяем со скрещенной лицевой петли. Закончили вязать раппорт и петли симметрии. Так как у нас это второй накид, значит мы его провязываем скрещенно, ну по желанию, конечно. Далее накид 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево, здесь у нас будет лицевая скрещенная, накид и лицевая петля и кромочная петля. 21 ряд, кромочная петля. Я сделала ракурс пониже, мне кажется, так будет удобнее и виднее. 2 вместе с наклоном влево, это петли симметрии, подтягиваем, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая петля. Перекидываю маркер, начинаем вязать основной узор. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид. И сейчас у нас вот этот центр будет 2 вместе с наклоном вправо и тут же 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая петля. Перекинули маркер, начинаем второй раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и по центру 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и лицевая петля. Повторяем до конца ряда. И петли симметрии слева. Лицевая петля, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо и кромочная петля. 23 ряд узора, кромочная, далее накид, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и лицевая петля. Петли симметрии закончились. Вяжем основной раппорт. Лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, по центру 2 накида у нас, двойной накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид и 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля. Раппорт закончен, повторим. Лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, по центру у нас 2 накида, лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид и 2 вместе с наклоном влево, лицевая петля. Закончен раппорт. И петли симметрии. Лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и 1 накид. И далее кромочная петля. 25 ряд узора, кромочная,
лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. Петли симметрии у нас закончились. Далее вяжем основной раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево. По центру у нас будет 2 лицевых, 1 лицевая и 2 скрещенная. Вот так, чтобы было красиво. Далее 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. Перекидываем маркер, повторяем раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево. По центру 2 лицевые петли, 1 и 2 скрещенная, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. Вяжем до конца ряда. Петли симметрии в конце ряда, 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном влево и 1 лицевая. Все, и кромочная. 27 ряд, он последний нечетный, четный вяжете по узору, смотря кто как вяжет, по кругу, кто-то поворотными рядами. Итак, петли симметрии, 2 вместе с наклоном вправо, ну, кромочная, или как у меня, да, там 3 петельки. Петли симметрии, 2 вместе вправо, далее 1, 2, 3, 4 лицевая скрещенная, потому что из двойного накида, вот так поаккуратней, накид, и на пересечении каждого раппорта у вас надо сделать будет жгут с наклоном вправо. То есть снимаю одну петлю и маркер тоже, вторую, меняю местами, подхватываю левой спицы первую, а та, которая была вторая, на правую спицу, поменяли их местами. Между ними ставим маркер, чтобы не запутаться в количестве петель. Итак, накид не теряем и провязываем лицевую петлю. Перекидываем маркер, у нас уже петля готовая лицевая, провязываем ее. Далее накид, 4 лицевых, 1 лицевая, 2 скрещенная, 3, 4, 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе с наклоном вправо. Вот это у нас будет центр нашего раппорта. Далее 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 скрещенная лицевая, накид, и также меняем местами петли, вяжем жгут из 2 петель с наклоном вправо. Между ними ставлю маркер, чтобы не путаться. Накид не теряем и провязываем в конце раппорта лицевая петля. Повторяем раппорт. Лицевая петля, накид, 4 лицевых, 1, 2 скрещенная, 3, 4, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 скрещенная, накид, и делаем жгут на пересечении 2 раппортов. Поменяли местами. Не забывайте вешать маркер, чтобы не терять количество петель в раппорте, и провязываем лицевую. Второй раппорт закончим, повторяем, сколько у вас раппортов. Последний раппорт вяжем, делая накид, меняем петли местами, чтобы сделать жгут с наклоном вправо из 2 петель, и 1 петлю провязываем. И теперь петли симметрии, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2 скрещенная, 3, 4 и 2 вместе с наклоном влево.
Петли симметрии закончились и кромочная. На этом все. Самостоятельно вяжем в четный ряд и повторяем с 1 по 28 ряд. Всем легких петелек и самое главное, девочки, будьте здоровы!